Они собрали 4 аншлага на легендарном стадионе Уэмбли подряд, они трижды выступали с трибуны ООН, обращаясь к миллионам молодых людей по всему миру. Их чистый экономический вклад в родную страну ежегодно превышает доходы крупных авиакомпаний и промышленных гигантов. Сегодня мы можем открыто и без преувеличения говорить о том, что корейская группа BTS давно перешагнула исторические рекорды легендарной ливерпульской четверки The Beatles и самого поп-короля Майкла Джексона. Но почему мировая музыкальная индустрия, обладая миллиардными бюджетами и лучшими продюсерами планеты, прямо сейчас тщетно пытается искусственно создать новых BTS, и у нее абсолютно ничего не получается? Феномен этой семерки – это глобальная культурная аномалия, которую физически и технически невозможно повторить в современных реалиях. BTS останутся последней великой группой нашей эпохи, и в этом видео мы подробно разберем, почему их трон так и останется неприкасаемым. Давайте сразу снимем все вопросы скептиков, которые не любят корейскую волну и считают ее временным трендом. Сравнивать артистов разных эпох всегда сложно, но сухие цифры, статистика чартов и масштаб социального влияния говорят сами за себя. Долгое время группа The Beatles удерживала абсолютные рекорды по скорости завоевания первых мест в престижном американском хит-параде Billboard 200. Do you guys have favorite Beatles songs? No. No, 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 no. BTS не просто повторили этот результат, они его побили, став первой группой со времен британской четверки, которая заняла 5 первых мест в Billboard менее чем за 2 года. Великий Майкл Джексон правил эпохой телевидения, расцвета музыкальных клипов и физических носителей. Но BTS создали прецедент, когда абсолютно не англоговорящие артисты диктуют свои правила консервативному англоязычному рынку. Их музыкальные видео набирают по 100 миллионов просмотров за первые сутки, ломая сервера платформ. Их фандом под названием ARMY – это не просто клуб любителей поп-музыки. Это самая организованная, преданная и влиятельная цифровая армия в истории человечества, способная двигать акции корпораций, влиять на мировую экономику и даже задавать политические тренды. Но как 7 парней из маленького, почти обанкротившегося корейского агентства Big Hit Entertainment смогли совершить этот тектонический переворот. Главная причина, почему готовая формула BTS больше никогда не сработает для других, это то, что ее невозможно скопировать искусственно. В момент их дебюта в 2013 году вся индустрия кей-поп представляла собой жесткий конвейер идеальных айдолов. Продюсеры-гиганты создавали безупречных глянцевых роботов с безукоризненным вокалом, отточенной до миллиметра хореографией и пластиковыми улыбками. И тут на сцену выходят BTS. Они изначально не были идеальными. Они пели о ментальном здоровье, жестоком давлении южнокорейского общества, депрессии, одиночестве и реальных страхах современной молодежи. 7 парней буквально обнажали душу в своих текстах, отказываясь от цензуры. Намджун, Шуга и Джей Хоуп с самого первого дня самостоятельно писали музыку, тексты и создавали сложнейший рэп. Фанаты видели их пот, настоящие слезы за кулисами, их бедность и искреннюю выстраданную дружбу. В эпоху, когда мир смертельно устал от фальши, BTS предложили аудитории абсолютную, граничащую с болью уязвимость. Сегодня крупные мировые компании пытаются повторить это. Они нанимают целые штаты сценаристов и психологов, чтобы те писали искренние концепты и придумывали искусственные трудности для новых групп. Но современный искушенный зритель моментально считывает фальшь. Искренность BTS родилась из их реальных жизненных испытаний на дне индустрии, а не из маркетингового плана на совете директоров. Помимо этого, BTS поймали уникальный исторический момент, который больше никогда не повторится на нашей планете. Это был так называемый идеальный шторм развития мировых социальных сетей. В 2013 году крупные корейские телеканалы полностью игнорировали молодую группу, потому что они представляли бедную компанию без связей. Парням просто негде было продвигать свое творчество, двери телевидения были закрыты, тогда они приняли революционное решение и полностью ушли в интернет, в Твиттер и Ютуб. Они начали показывать изнанку своей жизни 24/7 без прикрас.
Их короткие блоги из студии, глупые домашние шутки, видео из крошечного общежития, где они спали в одной комнате, создали эффект присутствия. В тот период алгоритмы социальных сетей были совершенно другими. Они активно продвигали органический, живой и уникальный контент. BTS стали первыми, кто полностью стер физический и языковой барьер между мировой аудиторией и корейскими артистами. Сегодня интернет тотально перенасыщен контентом, стриминговые платформы жестко фрагментированы, алгоритмы полностью завязаны на коммерческой платной рекламе, а время удержания внимания зрителя упало до пары секунд в коротких роликах. Повторить тот органический взрывной рост в соцсетях сегодня технически и алгоритмически невозможно ни за какие деньги. Нельзя создать супергруппу без суперфандома. Но феномен ARMY – это уникальное явление, которое сейчас изучают ведущие мировые социологи. Поскольку BTS поднимались с самых низов, преодолевая насмешки и хейт, их фанаты чувствовали личную, почти родительскую ответственность за их выживание и успех. Защитить группу от нападок, продвинуть песню на американское радио, перевести сложные философские тексты на 50 языков мира – все это миллионы людей делали сами, на чистом энтузиазме, без указаний сверху. ARMY превратились в глобальную децентрализованную организацию. Они способны собрать миллионы долларов на благотворительность за считанные часы, просто копируя жесты доброй воли самих участников группы. Это уровень преданности, который невозможно купить никакими бюджетами мировых звукозаписывающих лейблов. Современный музыкальный рынок стал слишком быстрым и поверхностным, люди легко переключаются с одного мимолетного тренда на другой. Настоящая, глубокая преданность формируется исключительно годами совместной борьбы. А у новых групп этой борьбы просто нет, они дебютируют сразу со всеми благами, фан-базой и деньгами. Собрать идеальный человеческий пазл из 7 абсолютно разных, но одинаково сильных личностей – это редчайшая математическая случайность. Лидер Намджун – интеллектуал с высоким уровнем IQ, способный без переводчиков держать удар на сложнейших интервью в США. Рэп-лайн в лице Шуги и Джей Хоупа – это состоявшиеся глубокие музыкальные продюсеры со своим неповторимым стилем. И вокал-лайн Джин, Чимин, Тэхён и Чонгук – каждый обладает уникальным тембром, визуалом и бешеной харизмой. Обычно в больших коллективах со временем неизбежно начинаются внутренние конфликты эго. Кто-то тянет одеяло на себя или уходит в сольную карьеру, и группа распадается. BTS же прошли через огонь, воду и медные трубы, сохраняя феноменальное человеческое единство. Такая синергия и преданность общему делу рождается раз в столетие. И именно поэтому они заслужили самый большой комплимент и самое весомое поздравление, которое артисты в принципе могли получить от серьезной мировой прессы. В авторитетной статье под названием «Рассуждения», опубликованной в культовом издании New York Times, известный критик и журналист Дэн Чарнас провел глубокий анализ их деятельности. В этом материале решение BTS вывести свою песню «Ариранг» из числа претендентов на премию Грэмми представлено как смелый, открытый и беспрецедентный вызов к новой зарождающейся категории «азиатская поп-музыка» в Американской академии музыки. Чарнас открыто утверждает на страницах издания, что создание подобной отдельной категории рискует окончательно отлучить азиатских артистов от основных главных премий в области популярной музыки. Это решение ставит под серьезное сомнение то, как именно мировая музыкальная индустрия решает, кто получит доступ к основному главному потоку, а кого оставят на обочине в локальных номинациях. Эссе в New York Times также детально рассматривает долгую, несправедливую историю исключения азиатских артистов из понятия поп-музыка, вопреки тому факту, что они прямо сейчас активно формируют этот жанр. Автор утверждает, что сам термин «поп» давно не имеет четких музыкальных или географических границ. И вот здесь Дэн Чарнас пишет слова, которые стали высшим признанием их заслуг на мировом уровне. Подчеркнув колоссальное тектоническое влияние группы, он заявляет, что BTS, возможно, являются самым большим актом в мире музыки с тех пор, как на сцене появился сам Майкл Джексон. По мнению критика, эта группа уникально позиционирована природой своего успеха, чтобы открыто бросить вызов устоявшейся западной индустрии и пробудить более широкий общественный интерес к тому, как вообще классифицируется музыка в современном мире. В конечном итоге статья утверждает важнейшую истину.
Артисты должны иметь полное право конкурировать за огромное количество аудиторий и престижных наград на равных условиях, не разделяясь искусственно по признаку национальности, языка или этнической принадлежности. Это ли не доказательство того, что BTS изменили саму историю? Мировая музыкальная индустрия всегда будет находиться в режиме непрерывного поиска следующих BTS. На сцене регулярно будут появляться новые талантливые молодые группы, они будут ставить отдельные локальные рекорды по просмотрам, собирать миллионы стримов и радоваться мимолетным трендам. Но повторить тот глобальный культурный сдвиг, который совершили эти 7 парней, уже физически невозможно. Они смогли объединить мир в сложную эпоху, когда он, наоборот, начал активно делиться на части. Они делом доказали, что родной язык не является барьером для настоящей любви, уважения и понимания. Они стали искренним голосом целого поколения, пройдя тяжелейший путь от нищеты, подвальных репетиций и непризнания до абсолютного мирового господства. Великий Майкл Джексон навсегда остался королем поп-музыки своего времени. Легендарные The Beatles – вечными титанами эпохи рок-н-ролла, а BTS навсегда заняли свой собственный, недосягаемый трон как главная, уникальная культурная аномалия 21 века, и этот трон гарантированно останется за ними, ведь повторить историю невозможно, ее можно только сотворить один раз.